Недавно крупнейший по числу читателей военблогер Юрий Подоляка озвучил свою оценку потерь со стороны России и мобилизованных из ЛДНР. Получилось у него от 315 до 415 тысяч человек только убитыми. Когда один человек высказался на чувствительную тему, начинают говорить и другие. Так, по мнению Максима Калашникова, в российской армии погибли и получили тяжелые увечья около 900 тысяч человек. Есть и иные оценки. Некоторые основаны на публичных данных, другие — на персональных ощущениях. То, что не только в эмигрантских медиа, но и внутри России появились спикеры, которые начали считать российские потери, это важный шаг в сторону осмысления происходящего. Понимая, что погибли уже сотни тысяч соотечественников, сложно не задаться вопросом, нужны ли были эти жертвы, и должны ли граждане твоей страны погибать и дальше. В российском обществе есть глубокий раскол на тему войны, и кажется, что позиции людей в противоположных лагерях непримиримы. Но это не совсем так. Что провоенно, что антивоенно настроенным россиянам можно задать ряд принципиальных вопросов, ответы на которые с высокой долей вероятности будут одинаковыми. И те, и другие, скорее всего, назовут себя патриотами России. Никто не скажет, что не любит русский язык и культуру, плохо относится к русским. Точно не заявит, что ненавидит Донбасс и хочет, чтобы людям там было плохо. Или чтобы в Украине, важном соседе России, царила русофобия. Предмет спора в другом. Как на эти все вопросы повлияла война с Украиной? Может ли она принести какую-то пользу? Может ли война дать результат, который человек тех или иных убеждений мог бы назвать позитивным? Может ли быть в этой войне победа, которая перевесит все потери и издержки? Или же ничего кроме них на такой войне быть и не может? Давайте сегодня попробуем об этом поговорить. Проведем мысленный эксперимент. Перенесемся в Украину 23 февраля 2022 года. Сейчас почти невозможно поверить, что Украина вообще могла такой быть. В Верховной Раде вторая по численности фракция представлена партией ОПЗЖ. Все в Украине знают, что ее лидеры Медведчук, Бойко и Рабинович катаются в Москву как к себе на работу, встречаются и фотографируются с Путиным и Медведевым, поздравляют россиян с государственными праздниками. Один из них, Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. При этом ОПЗЖ не единственная пророссийская партия в парламенте Украины. В союзе с ней действует фракция оппозиционного блока. Украинские националисты смогли протолкнуть в Раду лишь одного своего депутата, Оксану Савчук, которая прошла по одномандатному округу от партии «Свобода». Для сравнения, при Викторе Януковиче депутатов от партии «Свобода» в парламенте было в 38 раз больше. Хотя это все равно была даже не 10-я часть. В Верховной Раде заседают 450 депутатов. В 2022 году Сергей Лавров лично зачитывал русофобские цитаты возглавлявшего «Свободу» националиста Олега Тигнибока. Сама идея изгнания русских из Украины, нужно сказать, что она по-прежнему занимает мысли политиков этой страны. Возьмем, например, Олега Тигнибока, это радикальная партия. Он говорит о необходимости так называемой дерусификации, так он это называет. Лавров представлял Тигнибока как одного из главных украинских политиков, что было прямой неправдой. Для тогдашней Украины Тигнибок был политическим нулем. Российская дипломатия и телеведущие смаковали также высказывания Яроша, Корчинского и Фарион, каких-то других частных лиц, которые в 22 году были никому, кроме смакующих, неинтересны. Для сравнения, покойный Владимир Жириновский был главой парламентской партии, членом Госсовета, полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством. Но никому и в голову не приходило реагировать на каждое его высказывание и считать его официальной позицией России. В том числе, когда он, например, публично наезжал на саамов, малый народ севера России. Я в Карелии был, зашел в книжный магазин, русско-самоа, словарь. Русско-самоа, самоа, малый такой народ. Тираж, смотрю, 3000 экземпляров. Спрашиваю, а сколько носителей языка? Кто их всего? Говорит, 500 человек. Для кого еще 2500 выпустили? Для чего? Макулатура. То есть издевались над нашим бюджетом. Побольше дадим. Посчитайте, сколько этих носителей. Вы хоть раз видели этого сама в жизни? Я никогда его не видел. 70 лет я езжу в Мурманскую область, никакого сама я не видел. Так-то недопустимо большому политику уровня Жириновского, главе фракции, высказываться в таких выражениях о российских гражданах,
только потому, что они коренной народ со своим языком. Однако у нас с микроскопом бегали за каждым мелким украинским националистом безо всякой должности. На российском телевидении отбирали ракурсы, чтобы 1000 человек, вышедших на улицу с факелами 1 января, выглядели так, будто их сотни тысяч. Уделяли гипертрофированное внимание самым несущественным мелочам, могли неделю обсасывать буквально стычку 2 прохожих в Киеве. За кустами у нас не видели леса. В Украине начало 22 года пол Киева, Одесса, сотни городов и сел к востоку от Днепра говорили на одном с нами языке, смотрели те же фильмы, отмечали те же праздники, голосовали за дружественных России политиков. В Харькове, например, если и жаловались на протеснение языка, так как раз украинского. В моде у харьковчан была русская речь. Кстати, и огромные части украинской благосферы тоже. До 22 года миллионы россиян смотрели и читали русскоязычных блогеров, даже не понимая, что они из Украины. В Мариуполе у власти были не русофобы, не какие-то страшные азовцы, как принято сейчас говорить. Был мэр-технократ Вадим Бойченко, у которого 99,9% публичных выступлений и интервью проходили на русском языке. Посмотрим фрагмент его речи от 22 февраля 2022 года. Уже было обращение Путина о признании ДНР и ЛНР. Были выдвинуты российские войска. Но еще никто и не думал, что через 2 дня начнется война. Уважаемые депутаты, наверное, сегодня у нас у всех хорошее настроение, что мы будем говорить про развитие. Но, тем не менее, у всех, наверное, были очень сложные выходные. Когда мы с вами получали большое количество звонков, СМС-сообщений. Точно так же и я, не исключение, получил очень большое количество звонков, очень большое количество сообщений от разных людей, в том числе, которые сегодня при хороших государственных должностях и наши руководители страны. С такой фразой «ну как вы там?». Характерен пример. Даже во Львове работали 4 русскоязычные школы. Но в России об этом узнали только в июле 22-го, в связи с тем, что после начала войны их решили перевести на украинский. И такие примеры есть во всех сферах. В конце апреля 22-го в Киеве демонтировали величественный монумент – памятник дружбе Украине и России. Только тогда российские телезрители узнали, что такой памятник в Киеве был. Когда аналогичные скульптуры стали сносить в других украинских городах, например, в Переяславе, оказалось, что они десятилетиями стояли и там. Просто в России до этого не показывали их. Они бы помешали создавать из Украины образ врага. Как бы кто ни относился к изменениям, начавшимся в Украине уже после 22 года, факт в том, что они были естественны. Так обычно и происходит, когда в страну вторгается иностранная армия. В России летом 1812-го радикально упала популярность французского языка, на котором прежде говорила вся знать. В 1914-м Санкт-Петербург переименовали в Петроград, чтобы название города не звучало по-немецки. Можно, конечно, назвать это франкофобией и германофобией, но странно не учитывать контекст. Началась большая война с огромным числом разрушений и жертв. На такой войне, конечно же, меняется отношение к многому. Есть на эту тему отличный фрагмент из советского фильма о Великой Отечественной «Я вас дождусь». Там диалог, некоторые реплики из которого звучат очень современно. Прекрасное немецкое пианино Липпенберг, а звучит ужасно. Что это вы так подчеркиваете, прекрасное немецкое? Да потому что оно действительно прекрасное и действительно немецкое. Немцы всегда славились своими пианино. Не знаю, что вы нашли у них хорошего. У них было много хорошего. Вот именно что было. Вас, извините, как зовут? Вы говорили. Капустин Миша. Михаил Александрович. А вас? В том-то и дело, что Аркадий Лазаревич. Фашистам это уже не нравилось. И фамилия не нравилась. Далмацкий. Так фашизм – это одно. Но была же у немцев и нормальная человеческая культура. Ну, поэзия, живопись, наука. У них было много хорошего, даже великого. Не знаю, сейчас я не могу о них хорошо думать. В марте 22-го в Украине была приостановлена деятельность 11 пророссийских партий. В октябре того же года их закрыли. И только тогда многие россияне узнали, что до войны в Украине были пророссийские партии, которые не только заседали в Верховной Раде,
но и зачастую имели абсолютное большинство в местных горсоветах, особенно на Донбассе. В 26 году есть смысл зайти на YouTube и посмотреть, что и как говорили весной и летом 22 года украинские мэры городов в Донецкой области. Их общее настроение – абсолютная растерянность. Речь ведь о региональных политиках, которые избирались от русофильских партий, выигрывали выборы на лозунгах добрососедства с Россией и всю публичную политику вели на русском языке. После февраля 22-го они не понимали, что теперь говорить избирателям, на которых сыпятся российские снаряды, ракеты и бомбы. По сообщению, в час 10 был нанесен авиаудар по центральной части города. Вы видите, пострадали пятиэтажные дома, пострадал детский садик. Обследуем все повреждения и вносим протокол. Дальше будем наводить порядок. Это была запись из июня 22-го. Мэр города Курахова Роман Падун, избранный от пророссийского оппозиционного блока, на русском языке говорит о прилетах по городу. У этого отрывка есть характерная особенность. Падун тогда избегал прямых упоминаний России и российской армии, использовал обезличенные формулировки в духе «был нанесен авиаудар». Так делали и другие градоначальники Донбасса. Ровно такая же особенность была что в 22-м, что в 24-м у выступлений другого мэра, главы Покровска Руслана Требушкина. Хочу также обратить внимание на то, что у нас, к сожалению, увеличились случаи ранения от взрывчатых веществ, которые остались, а точнее это мины, которые остались после взрыва 3 бомб. Пожалуйста, будьте внимательны, не поднимайте незнакомые предметы, потому что это очень опасно для вашей жизни и для жизни тех людей, которые находятся рядом с вами. Хочу также обратить внимание, что мы продолжаем работать по светомаскировке, также продолжаем встречать и отправлять переселенцев. Мы Требушкина прежде не раз упоминали, его судьба особенно показательна. Он родился в Донецке, в 2014 году был заметным активистом антимайдана, поддерживал бойцов Беркута, хвалил Путина, что никак не помешало его карьере в Украине. До 2015 года он руководил Мирноградом, тогдашним Димитровым, а затем победил на выборах главы Покровска. Это пример максимально дружественного к России украинского политика, который после начала российско-украинской войны просто не знал, что сказать тем, кто за него голосовал. К слову, сейчас среди руин 60-тысячного Покровска продолжают выживать от силы 2% его жителей. Падун и Требушкин – это не какие-то исключения, а лицо региональной украинской политики на востоке страны и особенно на Донбассе. Русскоговорящие мэры, пророссийски настроенные, зачастую русские по национальности. К примеру, бывший глава Константиновки, который прямо сейчас штурмует армия России, Олег Азаров, он родился в Тольятти и был выдвиженцем от ОПЗЖ. Ну так давайте просто логически подумаем. В каком качестве такие города, как Курахово, Покровск, Константиновка представляют большую ценность для России? Вариант первый. Это русскоговорящие города в составе Украины, где работают русскоязычные школы, а местные жители на парламентских выборах и местных выборах голосуют за политиков, которые выступают за дружбу с Россией. Второй вариант. Это города в составе России, где разрушены или серьезно повреждены все здания, остались считанные проценты жителей, и преимущественно не молодые, активные и трудоспособные граждане, а пенсионеры. Именно они чаще всего отказываются от эвакуации. Пожилым людям бывает проще довериться судьбе в подвале родного дома, чем начинать жизнь с нуля в Виннице или вообще в Варшаве. А третьего варианта не существует. Да, в провоенных телеграм-каналах регулярно заявляют, дескать, ВСУ неправильно воюют. Пусть, мол, Украина начнет сдавать города без боя. Но вряд ли до ВСУ эти призывы дойдут. На войне города становятся важнейшими рубежами обороны. Для любой армии совершенно естественно превращать их в крепости. В постсоветской культуре совсем не принято превозносить сдачу Парижа. Совсем другое дело Сталинград и Воронеж, вошедшие в историю как город-фронт. Если объявить виновными в разрушениях ВСУ, реальность-то никак не поменяется. Сейчас Курахово, где по официальным данным остались аж 20% жителей, считается еще более-менее уцелевшим населенным пунктом. Для сравнения, в уничтоженной Авдеевке из 30 тысяч осталось всего 700 человек. В Угледаре из 14 тысяч 116. Позднее их число сократилось до 25. Все числа взяты из официальных российских СМИ. В Марьинке из 10 тысяч осталась одна местная жительница, Галина.
ставшая героиней репортажей ТАСС. Она на камеру ругает Зеленского, и ее реплики могут в какой-то мере порадовать провоенно настроенную аудиторию. Но где же остальные-то жители? Где те самые Донбассы, которых хотел освободить Путин? Нет Донбассов ни в 12-тысячном Часовом Яре, ни в 30-тысячном Торецке. В прошлом году мелькали сообщения, что в одном городе остались 170 человек, в другом 126. Но если это так, то непонятно, как они могут пережить нынешнюю зиму. В 20-тысячной Попасной сейчас в нечеловеческих условиях выживают 200 человек. По максимальной оценке их 270. Не в каком-то иноагентском медиа, а в ДНРовском издании «Блокнот» вышло интервью с местной жительницей, по словам которой горожане, пережившие штурм города, от безнадеги стали сводить счеты с жизнью. Об этом она рассказала еще в мае 24-го. С тех пор ничего не изменилось. Попасная исключена из списка населенных пунктов. Планы по восстановлению города не создаются, их просто нет. Многие не выносят, вешают. Ой, боже. Ну, на Капуре мужик же повесился месяц назад. Ну, если честно, да, в возрасте они не выдерживают. Один мужчина жил сам и уже так 60 копейками. Тяжело. Тем более на отсыбе. Кому ты нужен, вот так подумать, да? У каждого свои проблемы, каждый за себя. Он сам жил, как-никак, и, сказал, все, это кратко. Прикольный завод у нас был, завод металлоизделий, швейная фабрика у нас была, пищекомбинат, локомотивное депо, вагон, так тут чего только не было. Жили неплохо, люди в заводе, вот Попасняне, там почти больше, чем полпопасных жителей на заводе, завод огромный. Во взятом Солидаре военный корреспондент Александр Сладков смог разыскать одного человека. Та же математика, что и в Марьинке. Были 10 тысяч, стал 1. Рядом с Солидаром раньше был 70-тысячный Бахмут. Один из самых благоустроенных райцентров Донбасса. Его еще называли «город тысячи роз». Известен он был не только розами, но и заводом шампанских вин. В 20-м местная партия «Порядок» провела успешную предвыборную кампанию преимущественно на русском языке, и мэром Бахмута стал Алексей Рева. Не нацист, не националист, не бандеровец, назначенный киевской хунтой, а коренной бахмутянин, начинавший в советские годы как сварщик на машиностроительном заводе. Бахмут сам себе его выбрал, город не от кого было освобождать. Но освободили, и на сегодняшний день там никто не живет. 70 тысяч русскоязычных жителей, которые читали те же книги, что и россияне, смотрели те же фильмы, клали цветы к городским мемориалам на 9 мая, все они стали бездомными. Кто выжил, тот Россию ненавидит. Это совершенно особый сорт ненависти, когда жизнь разрушили те, кого ты считал друзьями. Такое сложно простить. В России есть спикеры, которые будто действительно поверили, что есть некая магическая пропаганда, разработанная в недрах ЦРУ и Ми-6. И ею облучили жителей востока Украины, поэтому они возненавидели Россию и даже стали массово переходить с русского на украинский. Но пора бы уже перестать верить в магию и сложить 2 плюс 2. Если до 22 года люди жили у себя дома, в городке, обустраивались, знали каждую улочку, а потом резко потеряли все, если у них ранены или убиты соседи, друзья, родные, то, наверное, дело в обстоятельствах, а не в том, что всемогущие западные пропагандисты вместе с бандеровцами внушили им русофобию. Довольно известный историк-просветитель, ставший Z-публицистом Евгений Норин, в феврале 23 года написал такое. Все жители Северодонецка после смерти попадут в рай, потому что в аду они уже были. Фото мое сегодняшнее, написал он. Автор съездил в город и после 23-го больше Северодонецк не вспоминал никогда. Но прямо сейчас люди там продолжают, как выразился Норин, попадать в рай. Город разбит. Да, восстановительные работы ведутся. И в центре поставили большую елку. И с удачных ракурсов Северодонецк выглядит даже неплохо. Только вот восстановление идет далеко не везде, и люди умирают от холода. А на 3-м дед умер уже от холода. Там даже нет штукатуренная стена. Грибок идет у нас по всему стояку. Он тут так мерз, бедный. 1 год я его там помогла, отправила в дом престарелых одну зиму, а больше его не забрали. Так он и умер в холоде. Нам же и заболеть нельзя. У нас всего 2 терапевта. Попасть невозможно. Вот видите, это же уже неделю дождей не было. Вот. Я тогда посливала воду, а здесь
Так там невозможно было и поставить. Там бежало по всему потолку. Мне кажется, он скоро вообще, этот потолок, обвалится. Вот так мы и живем. Что с нами будет, не знаем. Мерзнем, холодно, сыро. Никто нас не слышит. И не хочет нас никто слышать. Как будто здесь, понимаете, не люди, какие-то изгои живут. Не знаем уже, куда нам обращаться. Как мы выживем в эту зиму. Может, так же, как и все, отойдем в мир иной. До войны в Северодонецке жили более 100 тысяч человек. Среди них была мать самопровозглашенного народного губернатора Донецка Павла Губарева. Мирно жила в Украине, получала пенсию. Никакие нацисты ее не трогали, потому что нацистов в городе не было. В 22 году городским советом рулила партия «Наш край», прямой аналог партии регионов Януковича. А вот штурм города российской армии, по словам Губарева, мать пережила чудом. Сейчас в Северодонецке, по оптимистичным оценкам, осталась треть горожан. Хотя треть от довоенного населения — это по нынешним временам очень даже много. Уничтоженных городов на востоке Украины десятки, поселков сотни. Мы даже примерно не знаем, сколько жизней россиян и мобилизованных из ЛДНР стоил штурм каждого отдельно взятого населенного пункта. Есть лишь ориентир, который дал Пригожин. Он заявил, что при взятии Бахмута погибли 10 тысяч заключенных плюс 10 тысяч бойцов, пришедших в ЧВК «Вагнер» с воли. Суммарно 20 тысяч убитых при неизвестном числе раненых, многие из которых стали инвалидами. При этом бахмутская мясорубка, длившаяся 9 месяцев, сильно уступает по длительности боям за многие другие города. Тот же Угледар штурмовали более 2 лет, и это далеко не рекорд. Впереди у российской армии Краматорская агломерация. Это 7 городов, из которых крупнейшие — это Краматорск и Славянск. Плюс поселки городского типа. На начало 22 года суммарно там жили более 500 000 человек. Российская армия с ее планирующими авиабомбами, ствольной артиллерией, системами залпового огня, ракетами и дронами может перепахать кварталы Краматорска и Славянска. Пары-тройки лет может хватить, чтобы над всеми развалинами пятиэтажек пехота установила российские флаги. Стоить такие флаговтыки будут огромного числа жизней российских военных. Но каков будет результат? Будут уничтожены остатки русскоязычного Донбасса. А что получит Россия? Несколько тысяч квадратных километров заминированных полей, непригодные для хозяйственной деятельности. Миллионы тонн разбитого бетона и кирпича на месте бывших городов. Что с ними делать, непонятно. Не поймут и будущие поколения россиян, на которых эти безжизненные пустоши лягут грузом. Чтобы разминировать и разгрести завалы, нужно будет по нескольку раз выдаить госбюджет, ограбить всех российских граждан. Ведь никакой частный инвестор на непризнанные и нерентабельные земли не придет. С другой стороны, оставить все как есть в виде огромной зоны отчуждения тоже странно. Как-то не принято, чтобы на территории, контролируемой состоявшимся государством, были аж целые области сплошного постапокалипсиса. В разговорах о судьбе Донбасса часто упоминаются полезные ископаемые, лежащие в его недрах. Но как их добывать среди бескрайних пространств гуманитарной и экологической катастрофы? Кто это будет делать? Есть факт, на который мало кто обращает внимание, хотя он лежит на поверхности. Угольные шахты, которые действовали на территориях, контролируемых ЛДНР еще с 2014 года, сейчас закрываются. Во-первых, они не рентабельны, а во-вторых, работать там теперь некому. Местных мужчин выгребли на фронт. Боев там никаких не было, шахты стоят целые, но они никому не нужны. Что уж тогда говорить об уничтоженной в ноль добывающей промышленности на территориях, занятых после 22 года. Четыре года назад у России не было врага в лице Украины. Был сосед, с которым отношения сильно испортились в 2014-м, но со временем более-менее выровнялись. Никто из миллионов россиян, совершавших поездки в Украину в начале 20-х, не чувствовал, что едет в лагерь врага. Да, из-за подпорченных отношений основным транспортом стали автобусы вместо самолетов и поездов. Но маршрутов было много, регулярно открывались новые. Например, 5 сентября 19-го официальная управа Московского района «Теплый стан» в одной новости сообщила: из Теплого стана теперь можно поехать и в Кировск, что в Мурманской области, и в Киев. В Киев автобусы с Теплого стана ходили 4 раза в неделю. А 6 августа 21 об открытии автобусного маршрута между Москвой и Одессой сообщил информационный центр правительства Москвы. На официальном сайте автобусной станции Новоясеневская до сих пор висит такое вот объявление.
Уведомляем вас, что с 15 августа 2021 года возобновляется рейс по регулярному маршруту Москва-Львов. Отправление 17 часов по воскресеньям. Остановки: Киев, Житомир, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов. Российский МИД в начале 20-х не предостерегал россиян от поездок в Украину, не пугал, что их будут бить за гражданство, национальность и русский язык. Напротив, публиковал инструкции, как гражданину России въехать в Украину. Согласно МИДовскому разъяснению от 15 января 2021 года, съездить можно было просто по заграну, даже никаких приглашений не надо. Достаточно иметь обратный билет. Текст уже удалили с сайта МИДа, но его легко можно найти на порталах правовой информации. После 4 лет войны на западной границе Российской Федерации действительно возникла не выдуманная, а самая настоящая антироссия, которая будет оставаться такой как минимум на протяжении жизни нынешнего поколения. А кампания по замораживанию городов Востока и Центра Украины, начатая с сентября 22 и достигшая апогея этой зимой, может продлить ненависть на поколение вперед. Пережившие такой опыт люди рассказывают о нем внукам. Не забудется и судьба Донецка. Тот на десятилетия останется максимально отталкивающим примером города, который Россия взяла под свою опеку. Оттуда выгребли почти всех мужчин, большинство из них бездарно убили в штурмах. Всю власть отдали МММщику Пушилину, который мутит схематозы, отнимая квартиры у матерей, вдов и сирот погибших солдат. Защитить их некому. Воды в Донецке уже нет и по графику раз в 3 дня. Можно сколько угодно повторять, что все это из-за водной блокады киевского режима. Только на реальность это никак не повлияет. В феврале 22-го вода почему-то исправно поступала по каналу Северский Донец-Донбасс. А теперь все трубы разбиты в труху, насосные станции уничтожены. Жить в городе, который вроде как собирались сделать витриной русского мира, а в результате войны стало невозможно. Не выходят витрины и из Мариуполя. С одной стороны, обширные стройки жилья под ипотеку, которые отлично смотрятся в кадре. Но с другой стороны, уже тысячи обращений местных жителей, которых пушилинская команда просто вышвырнула на улицу. У одних квартиру признали бесхозной, у других сменили название улиц, нумерацию домов и теперь заявляют: а вас тут никогда и не было. Действует с десяток мошеннических схем. Кому интересно в них разобраться, отсылаю к отдельному нашему видео. Для людей, которые там живут, для жителей других городов, которые пока не освободили, принять нынешнюю российскую власть никакой не выход. Нынешняя российская власть в любом случае ничего хорошего им не предлагает и предложить не способна. Власть эта однажды сменится, но память о том, что России довериться нельзя, у людей останется. Такую репутацию исправить будет очень нелегко. Никто не ставит под сомнение способность российской армии нанести Украине значительный большой урон. Но вот только зачем это делать? Где здесь зарыта победа? Какая такая выгода перекроет колоссальные людские потери России, которые становятся все больше с каждой минутой? Какие достижения перевесят понесенный ущерб, в том числе политический, который прямо сейчас приобретает исторические масштабы? Нет здесь ни победы, ни выгоды. И не будет, сколько ты не воюй, сколько территорий не захвати, сколько городов и поселков не уничтожь. Нет такого варианта продолжения войны, чтобы все жертвы оказались оправданы. В результате войны страна оказалась в яме. Чтобы выбраться, нужно для начала хотя бы понять, с какой стороны выход. Копать дальше вниз не вариант, так наружу не вылезти. Почти год лежит на столе предельно четкий и простой план действий, на который согласна противоположная страна. Без предварительных условий прекратить боевые действия по действующей линии фронта, установить режим взаимного прекращения огня, и уже затем, когда стрельба утихнет, а люди перестанут гибнуть, можно хоть 20 лет согласовывать пункты мирного договора, который все равно никто не подпишет, ибо в обозримой исторической перспективе никакого обоюдно приемлемого документа не может получиться. Путинские власти называют вариант с прекращением огня здесь и сейчас невыгодным. Зачем же, мол, останавливаться сегодня, если мы можем занять больше квадратных километров завтра? Невыгодно им. Но уничтожать Донбасс, убивать и калечить сотни российских солдат ежедневно, это что ли выгодно? Эти километры для России не просто бесполезны, у них отрицательная стоимость. Сотни тысяч россиян оплатят их своими жизнями и здоровьем, десятки миллионов будут вынуждены их за свой счет содержать. В 22-м у кого-то могли быть иллюзии, что надо только дожать и додавить, прорвем фронт и понесемся вперед. Об этом же говорили в 23-м, в 24-м, в 25-м. И вот уже прошло 4 года войны. Пройдет еще 4 года, никому лучше не станет.
Да, слова о том, что с каждым днем положение Украины ухудшаются, вполне справедливы. Только это же справедливо и в отношении России. Если представить себе россиянина, у которого не погиб, не ранен, не был бессрочно мобилизован никто из знакомых, у которого нисколько не просели доходы и не пострадало качество жизни, то с его точки зрения Россия может побеждать в войне просто потому, что линия фронта на карте движется не на восток, а на запад. В 23-м она проходила через Бахмут, в 25-м через Часов Яр. А это, как-никак, 10 километров. Я знаю только одного такого россиянина, подходящего под это описание. А больше никому эта война не нужна. Есть люди, которым важны идеи русского мира, кто всегда выступает за русских или даже относит себя к националистам, кто болеет за Донбасс и за сильную державу. И вовсе не нужно отказываться от своих убеждений. Я призываю к другому тут. Оцените объективную действительность. Как раз с точки зрения собственных убеждений. И честно, не уходя в абстрактные рассуждения, прямо ответьте на вопрос. Есть ли смысл продолжать эту движуху? До завтра.